Приветствую вас, мои дорогие друзья! Вы на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович, я автор и ведущая этого канала, я ведический астролог. И сегодня у нас с вами прогноз на декабрь 2025 года для Овнов. Если вы смотрите прогнозы на этом канале в первый раз, то я прошу вас обратить внимание на то, что я ведический астролог. Все прогнозы здесь я публикую по ведической астрологии, а не по месяцу рождения. И для того, чтобы вы могли смотреть правильные прогнозы, чтобы он у вас действительно работал, я рекомендую вам узнать свой восходящий знак по ведической астрологии. Как это сделать, я рассказывала в видеоинструкции, которая у вас сейчас появится по ссылке в правом верхнем углу. И ссылка будет также на это видео в описании, в комментариях к этому видео. И также в описании в комментариях к этому видео всегда есть ссылка на мой сайт, где можно записаться ко мне на составление личного гороскопа, либо ко мне на обучение, на длительное обучение, либо на курс еще, вот новый курс идет сейчас по Чарадаше Джаймини. Ну и если вы не знаете точное время своего рождения, то в таком случае я под каждым видео пересчитала даты. Вы можете обратить внимание, что на каждом видео указаны даты, для которых можно смотреть это видео. Это даты, когда Солнце было в тех или иных знаках по ведической астрологии, а не вот так вот по месяцу рождения. Поэтому, если точное время рождения не знаете, тогда ищите видео со своими датами и смотрите видео для соответствующей вашей дате рождения видео. Ну и давайте говорить о тенденциях декабря 2025 года для Овнов. Что же Овнам приготовил 2025 год, декабрь предновогодний, чем же Овны будут заниматься перед Новым годом и в новогоднюю ночь, соответственно, тоже. Значит, первое событие декабрьское, это 5 декабря у нас состоится полнолуние в вашем втором доме гороскопа. Полнолуние — это период завершения чего-то. Не всегда день в день происходят события, которые нам обещают полнолуние, но второй дом — это дом денег, дом наших ресурсов, и полнолуние во втором доме гороскопа указывает на окончание какого-то источника доходов, источника ресурсов. Возможно, завершение каких-то выплат, возможно, увольнение с работы у кого-то из Овнов, смена работы, потому что второй дом — это дом в том числе, который показывает нам какие-то источники наших доходов. Также полнолуние во втором доме гороскопа может указывать на траты, на какую-то крупную покупку. Собственно говоря, перед Новым годом это не удивительно, но как-то у вас немножко будет заранее. Полнолуние во втором доме, если вы с родителями вместе, то может означать, что в этот период будет какая-то разлука с родителями. Ну и просто окончание какого-то ресурса, в том числе по полнолунию во втором доме гороскопа, вероятно. С 5 декабря Юпитер возвращается в ваш третий дом гороскопа. Напомню, что он ненадолго заходил в ваш четвертый дом гороскопа. Сейчас он возвращается в ваш третий дом гороскопа в знак зодиака Близнецы и будет там уже до 1 июня 2026 года. По сути, Юпитер возвращается в тот дом, в котором провел и так половину 2025 года, даже большую часть 2025 года. И, возможно, не дал возможности завершить все, что вы там себе запланировали по третьему дому гороскопа. В первую очередь это документы, какие-то обучения, какие-то новые знакомства, ведение социальных сетей, какие-то поездки. Вот сейчас Юпитер заходит в третий дом гороскопа и дает возможность завершить то, что не было начато. Вернее, то, что не было закончено в 2025 году, но то, что было начато либо запланировано. В том числе это изменения в подходах к ведению социальных сетей, либо в принципе начать вести социальную сеть, запустить какое-то обучение, написать какую-то песню, выпустить какую-то книгу, доделать какую-то глобальную поделку. Юпитер в третьем доме гороскопа в целом расширяет наши круги знакомств, но еще, кстати, дает склонность к тому, чтобы техникой интересоваться. У кого-то может быть просто инструменты для работы, у кого-то будет желание или, может быть, было желание в начале 2025 года, и оно не было завершено, какую-то технику купить. И обычно хочется какую-то такую качественную технику. Я имею в виду телефоны, компьютеры, оборудование для работы какое-то и так далее. Также
Юпитер в третьем доме гороскопа дает возможность завершить вопросы, связанные с оформлением документов в государственных органах власти и если у вас есть такие вопросы, с эмиграцией. Кто-то, может быть, делал попытку эмигрировать, не получилось. Вот сейчас Юпитер тоже может дать вам такой какой-то толчок, если у вас такие процессы были. С 6 декабря по 29 декабря Меркурий тоже повторно возвращается в тот дом гороскопа, в котором он был, но у вас, по сути, вот к этому приходу Меркурия в 8-й дом гороскопа, там уже целое скопление планет, и, возможно, вы и не особо почувствуете возвращение Меркурия, потому что, в принципе, Меркурий заходит в дом кризисов, в дом стрессов, в дом тайн, в дом резких перемен, но там уже у вас и так целая компания. Там у вас уже Солнце, Марс, Венера, поэтому, в принципе, у вас уже и так, может быть, будет напряженка какая-то до перехода Меркурия, но эта напряженка уже будет рассасываться к тому моменту, как Меркурий зайдет. Будет постепенно такой выход из кризиса, будет постепенно какое-то обновление. Но что говорит Меркурий в 8-м доме гороскопа? Во-первых, интерес и обсуждение различных вопросов, связанных с тайнами, с кризисами, с какими-то скандалами, интригами, с какими-то подковерными играми, возможно, интерес к психологии, к эзотерике, к астрологии в этот период времени, вопросы наследства обсуждаются, вопросы страховок, налогов и так далее. Помимо этого, Меркурий формирует такую комбинацию, как что-то сохранить в секрете, возможно, какая-то тайна резко у вас появится, также все срочные вопросы у вас открываются в этот момент. Все, что было хроническое, все, что было недоделанное, недообследовано. Как будто бы, знаете, вот вы тот человек, который перед Новым годом решил закрыть все хвосты. Решил раздать долги, решил закрыть все хвосты, истребовать долги в том числе. Вот такие вот комбинации формирует Меркурий. Продажа техники, продажа компьютеров. То есть у вас, кстати, есть такие сильные комбинации на то, что вы, возможно, будете обновлять технику в Новый год, перед Новым годом, да, будете обновлять, будете, возможно, книги какие-то старые убирать, выбрасывать, раздавать, возможно, будете продавать, чтобы купить что-то, то есть такие вот какие-то процессы. Меркурий может дать какое-то изменение в уровне оплаты труда и вообще по финансам, даже какие-то минимальные кредиты тут могут быть. У вас вот какие-то замутки такие по поводу того, чтобы на что-то наскрести, либо на что-то вот намутить такое, и, возможно, даже по работе сходить, потребовать повышения заработной платы, либо какую-то выплату. Но это все через какое-то либо через тайное действие, либо через какое-то стрессовое действие. Хотя уже все равно декабрь будет приносить вам от этого стресса избавление на самом деле. И первая такая ласточка, которая вам позволит немножко выдохнуть, начать выдыхать, начать выходить из вот этого скопления планет в 8-м доме гороскопа. С 7 декабря по 16 января Марс будет идти по вашему 9-му дому гороскопа, выйдет из 8-го дома кризисов. И Марс будет идти по дому удачи, по дому зарубежных путешествий, учителей, дальних поездок, религии, мировоззрения. Конечно, Марс — это Марс, но для вас Марс — это управитель всего вашего гороскопа, поэтому он выходит в дом удачи из дома кризисов и стрессов. Это очень хорошо. Это улучшает в целом ваше самочувствие, ваше мироощущение. Но Марс будет идти по дому гороскопа, который отвечает за наши религиозные различные убеждения. И в таком случае, когда Марс идет по 9-му дому гороскопа, у нас может меняться какая-то жизненная философия. И мы можем очень сильно как-то отстаивать, либо меняются наши убеждения. Да, вот мы всю жизнь были убеждены, что вот это вот так и никак иначе. Марс пошел по 9-му дому гороскопа, что-то произошло, и мы начинаем думать о том, что, ну, возможно, мы как-то вот неправильно это интерпретировали, неправильно думали. То есть будет какой-то слом убеждений, наверное, будет какая-то перемена жизненной философии. Также Марс в 9-м доме гороскопа дает тенденцию спорить с учителями, с руководством, с отцом, с госорганами тоже. Но все равно будет присутствовать какой-то элемент удачи по этому Марсу.
Девятый дом — это дом удачи, поэтому какая-то удача все равно у вас будет, что-то вы такое, может быть, ну, то есть надо понимать, что удача, она может быть в разном. Где-то повезло, что-то урвали, где-то повезло, там, первым попали в какой-то список, где-то выиграли в конкурсе, а где-то просто пронесло. Это тоже удача. То есть какой-то элемент будет присутствовать, но в каких делах, конечно, мы тут сказать не можем. Ну и в целом вы будете направлены вообще вот эту вот декабрьскую, вторую часть декабря. Я буду рассказывать, сейчас все планеты у вас постепенно заходят в этот девятый дом, и вы будете направлены в сферу обучения, в сферу религиозных, возможно, каких-то вопросов, в сферу взаимодействия с госорганами, возможно, у кого-то зарубежные путешествия и возможности какие-то будут и желания с отцом общаться, либо с руководителем какие-то переговоры вести. В общем, эта сфера для вас становится во второй половине декабря очень чувствительной точкой. Но эта точка, она еще влияет и на третий дом гороскопа. Третий дом — это дом контактов, поэтому у вас будет очень много контактов, возможно, переписок, возможно, общения с друзьями, с каким-то близким кругом, с родственниками. В общем-то, я думаю, что, скорее всего, даже может быть такое, что вы там не дома Новый год встретите, а поедете куда-то и будете в большом кругу людей вращаться. И знаете, как бывает, встретились с родственниками, случился конфликт поколений, потому что старшее поколение начинает советовать младшее, младшее начинает сопротивляться, и вот, возможно, у вас будет такая турбулентность и вот это вот мировоззренческое какое-то изменение из-за того, что вы будете много общаться на темы различные с родственниками, с большим количеством людей, и будут происходить такие какие-то мировоззренческие истории. С 16 декабря по 14 января в этот же девятый дом гороскопа заходит Солнце в знак зодиака Стрелец. Солнце в девятом доме гороскопа, в принципе, хорошо, особенно для духовных различных мероприятий, венчания, крещения. То есть, если вы будете в таком участвовать, то классно. Для посещения храма тоже хорошо. Для, опять же, какой-то религиозной деятельности тоже хорошо. Солнце проясняет вопросы, связанные с отцом, учителем, руководителем, связанные с каким-то зарубежным обучением, зарубежными странами, если у вас были подвешены. Солнце в девятом доме гороскопа в вашем конкретном случае может указывать на какую-то новую учебу ваших детей, либо на какое-то дополнительное образование ваше лично, на то, что ваши дети могут в этот период какой-то успех получить в учебе. И если у вас есть дети, либо вы можете какой-то успех в учебе получить, если вы учитесь, либо ваши проекты каким-то образом могут получить успех. Ну и в целом транзит Солнца по девятому дому гороскопа обращает наш фокус тоже в ту же самую сферу. Это уже как бы вторая планета зашла в девятый дом гороскопа. Опять обратите внимание на то, что это для вас будет очень важно. И 20 декабря еще будет новолуние в этом же девятом доме гороскопа. Новолуние — это начало какого-то нового этапа, нового процесса. И девятый дом — это дом удачи, власти, дом отца, учителя, руководителя зарубежных поездок и обучения. Поэтому это что-то новое. Например, зарубежная поездка, либо начало обучения в институте, либо поступление в институт, либо новое руководство на работе, либо новый этап в жизни отца, либо действительно сменили религию, получили там какое-то крещение, в принципе, или поучаствовали в венчании, в каком-то духовном мероприятии. Это все тоже может давать новолуние в девятом доме гороскопа. Новый процесс в государственных органах, открыли вы там какое-то заявление написали, начался новый процесс по вашему заявлению. С 20 декабря по 13 января туда же в девятый дом гороскопа заходит Венерочка. Венерочка указывает на вложение денег уже в девятый дом гороскопа, то есть когда мы свои деньги тратим непосредственно на обучение, на то, чтобы подавать документы, опять же, в государственные органы, на то, чтобы покупать туристическую путевку,
А также Венера указывает здесь на то, что если у вас где-то разладились отношения с отцом, учителем, руководителем, вот с такими людьми, то это может быть период, когда вы будете налаживать отношения, либо искать с этими людьми партнерство. Но в целом будет комбинация Венеры и Марс в 9 доме гороскопа, и это все равно испанские страсти с такими вот людьми, либо в сфере религии, обучения, в сфере мировоззрения. Также транзит Венеры по 9 дому гороскопа указывает на совместные с партнером походы к нотариусу, к адвокату, к каким-то ученым людям. То есть это когда обычно ходят за советом куда-то, либо ваши партнеры могут тоже ходить к нотариусу, к адвокату, также это может быть совместно с командой какой-то поход, либо совместно с командой какая-то зарубежная поездка, либо совместно с партнером зарубежная поездка. Но транзит Венеры по 9 дому гороскопа в целом хорош для вас в этот период, в том числе потому, что Венера у вас управляет 2 домом денег. И она будет идти по 9 дому удачи, то есть какая-то может быть и удача в финансах в прямом смысле слова. Ну и в целом это хорошая денежная комбинация формируется, поэтому может быть чуть-чуть повыше доход, чем обычно, когда Венера пойдет по 9 дому гороскопа. И с 29 декабря по 17 января еще и Меркурий зайдет в 9 дом гороскопа. И вот тут сформируется интересная комбинация. С одной стороны, конечно, Меркурий указывает, такое формирует, знаете, если для вас это актуально, допустим, подача документов в суд. Ну, в суд можно подавать документы по разным вопросам, например, для того, чтобы пожениться, тоже такое может быть. Но смысл такой, что будет обмен очень серьезный между Меркурием и Юпитером, обмен знаками. То есть Юпитер будет идти по меркурианскому знаку, Меркурий будет идти по юпитерианскому знаку между 3 и 9 домом гороскопа. Хотя для них это как бы не самые лучшие знаки для Меркурия и Юпитера, но все равно будут как-то очень сильно акцентированы вот этот 3-9 дом гороскопа. 3 дом гороскопа — это документы, короткие поездки, весь наш круг общения, социум, с которым мы общаемся близко, тесно, то есть это соседи, братья, сестры, плюс вообще наши коммуникации, наши слова, документы, которые мы получаем, наши официальные. А 9 дом — это вот все представители органов власти, отец, учитель, руководитель. И получается, что тут такой формируется обмен, что как будто бы очень много надо будет заниматься этими вопросами. Например, ездить в поездки по вопросам получения каких-то документов, либо в госорганы обращаться, либо госорганы у вас что-то запрашивают. А Меркурий вот сам по себе напрямую формирует комбинацию, как подавать документы в госорганы, писать в зарубежные какие-то организации с запросом каким-то. В общем, у вас какая-то деловая такая очень активность по этому Меркурию и Юпитеру в 3 доме гороскопа. Возможно, знакомиться с иностранцами какими-то. Возможно, обращаться к своему руководителю с каким-то запросом. То есть я бы сказала, что у вас такой период, вроде бы Новый год, но вы как будто бы будете очень активно вести переписки, очень активно с кем-то договариваться, очень активно какие-то вопросы решать. В общем, не сидеть без дела. Будет очень много дел у вас, таких вот суетливых. Итак, мои дорогие друзья, такой на самом деле был прогноз на декабрь 2025 года для Овнов. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев и обратной связи. Но если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока!